Мне I've really been по-настоящему loving the понравился product that's продукт, coming out of Southwest производимый Southwest Mushrooms, Mushrooms, and I've и been я implementing it использую in a его во lot of the многих dishes I'm блюдах, using at которые Tratto сейчас currently. готовлю в Tratto. Одна из One of моих my любимых favorite паст – pastas это is a great великолепная Roman римская classic known классика, as известная pasta как alla паста alla gricia. gricia, So так it's что kind of это a своего spin рода on that дополнение к classic. ней. Классика. So Итак, first, сначала you get some приготовьте good вкусную guanciale, which is гуанчали, cured которая pork представляет jowl собой with вяленую black свинину pepper. с черным перцем. So Так что я I'll просто just go перейду into к that, этому, разломаю ее и break it нарежу open, длинными кубиками. and you want a good kind of long dice. Так So что давай let's get that покончим out of с there. этим. Свиная pork jowl is грудинка really очень fatty, жирная, очень соленая, и really я просто salty. отрежу от нее хорошие большие куски. And I'll just cut nice big pieces out of it. Мы возьмем that. это и отложим в сторону. Set that aside. Следующий шаг. Мне I like to нравится work with my обрабатывать mushrooms with грибы scissors. ножницами. Это Works a lot намного easier. проще. Просто Just over a положите на container. контейнер несколько открытых, some красивых open. голубых вешенок. Beautiful blue oyster mushrooms. И я бы I'd всегда always рекомендовал recommend приобрести investing in для really этого good shears действительно for that. хорошие ножницы. So I Поэтому like я to take those предпочитаю брать эти mushrooms, if грибы. they're Если pretty они big, довольно I крупные, like to make мне them into нравится нарезать manageable их на pieces to кусочки, eat. которые можно легко I'll съесть. just go Так что ahead, я take просто my возьму knife, свой нож и нарежу их cut them in маленькими a little, кусочками разной формы. just, different shapes. Это Doesn't не have to be обязательно perfect. должно быть идеально. Круто. Cool. Теперь, that we have когда that все prepped, готово, я бы like хотел to put the поставить guanciale on гуанчали heat. на огонь. Тебе You want to нужно убрать render немного some of that жира. fat out. Так So что this это isn't не a быстрый fast процесс. process. Тебе Kinda нужно wanna дать let ему it медленно slowly стечь, run out. потому что если ты будешь двигаться you go too слишком fast, быстро, it'll он burn. подгорит. Поэтому put я it ставлю on его на слабый about средний a огонь. low, medium heat. Да, Yeah, так so вот, guanciale is a гуанчали – cut это on the свиное pig филе, that comes которое from the готовят jowl, из свиной челюсти, особенно из Италии. most notably from Italy. И, как And я уже like говорил, I said, паста pasta alla alla gricia gricia входит в is one of the четверку самых big популярных 4 римских Roman макаронных pasta изделий. classics. И поэтому в And, ней есть So it гуанчали и has пекарино романо. guanciale, pecorino romano. Это It's much очень like a cacio похоже e на кассио pepe и пепе без minus the масла. butter. Так So что I я just like to просто keep that стараюсь, moving чтобы оно не so it doesn't подгорело. burn. Даже turn it a little поверни bit его lower. немного потише. Это It's a slow медленный процесс, process, но уверяю but тебя, I оно assure you того it's worth стоит. it. Когда You ты start to начинаешь notice that замечать, it's что about примерно на halfway there. полпути все готово, This is when I я like to add the начинаю mushrooms. добавлять грибы. Главное, just wanna чтобы make они sure they get хорошо in that пропитались fat. жиром. The Грибы – это mushrooms are a really действительно great отличный vehicle источник for the аромата pork's свинины, flavor. особенно после того, как она теряет Especially много once it влаги, loses a lot of its она обладает moisture, способностью it поглощать has the другую ability to влагу, absorb другие other жидкости. И в moisture, данном other случае жир liquids, от and in this бланширования. case, the fat from the guanciale. На So этом at this этапе point, я увеличу I'll turn мощность it до up just a средней little и bit, добавлю немного свежего around чеснока. medium. Throw some fresh garlic in there. Я Just просто smash it by разобью его hand. вручную. А ты You можешь can дать kind of ему let it немного sit for a little постоять, second, просто дать just ему let it покрыться корочкой. develop a crust. Ты You хочешь want a little bit немного of crisp, хрустящей but you корочки, still want a но little все bit же of that хочешь немного той meaty мясистой texture that comes текстуры, with oyster которая mushrooms. присуща вешенкам. Ты можешь You can заметить, notice что that у it них develops немного the crust a появляется little when it корочка, starts to когда stick a они little bit. начинают No немного worries, прилипать. Не they'll волнуйся, lift она поднимется после after того, как you, образуется полная after it корочка, develops a как ты full можешь crust, видеть as you can здесь. see here. Вот что What I мне love нравится about в oyster вешенках. mushrooms. Они Perfect for a идеально good sear, подходят для хорошего and обжаривания, the а fat жир from the из guanciale гуанчали just просто делает их идеальными. makes it perfect. Так что да, на этом So yeah, I'll этапе lift я them их at this немного point a little приподниму. bit. Я I'll замечу notice some немного of that хрустящей crisp. корочки. Я не I хочу, don't want чтобы them они to были get too слишком crispy because then хрустящими, they'll потому dry что out тогда and они you'll lose a высохнут. lot of that И вы great texture потеряете you get большую with часть oyster той mushrooms, like I великолепной said. текстуры, которую вы получаете с So let вешенками, that как move я around a уже little говорил. bit. Так что я немного подожду с этим. Еще A little немного more of этой that корочки. crust. Grab a Прихвати пару couple свежих fresh bay лавровых leaves. листьев. These grow at Их the downtown выращивают в pizzeria. пиццерии в центре города благодаря Courtesy любезности of Chris Криса Bianco. Бьянко. Вот что What I мне like to do нравится with делать с these, ними, especially особенно to для open того, up the чтобы раскрыть fragrance, их аромат. Это слегка надрезать to их. give them a good little snip. Это Helps open the помогает cell раскрыть walls клеточные of стенки the leaves. листьев.
У них They're pretty довольно glossy глянцевые leaves, листья, так что вам so you just просто wanna нужно do сделать that, это. take that little Сделать extra этот step, маленький really дополнительный release that шаг, flavor. по-настоящему высвободить этот аромат. На этом At this point, этапе I like я бы to add предпочел a little bit добавить of немного good хорошей flaky рассыпчатой salt, соли, имея в keeping виду, in что в mind that the гуанчали уже guanciale already has содержится some достаточное a количество fair amount of соли, salt, но на but самом this is деле just for the это только mushrooms, для really. грибов. So Просто just слегка really раздавите lightly его crushing it между between your пальцами, fingers, чтобы соль впиталась, но не слишком сильно. just to absorb some of that salt, but not too much. Все в All right. порядке. So now I Теперь have a грибы fair amount of browning on the подрумяниваются. mushrooms. Давай, and shut that выключи off. огонь. На So дне there's a lot of сковороды fat that pools скапливается at the много bottom of the жира, pan, so I поэтому like я to use a good предпочитаю slotted использовать spoon хорошую just to, шумовку, you know, чтобы просто gather собрать то, что what's cooked in приготовлено. the На pan, but not сковороде, so но не much of the так fat. много жира. На I don't самом really деле need so мне не much of нужно that. так много всего этого. Может Maybe быть, ты throw a bay положишь leaf on лавровый there on the лист туда side. сбоку? А Now теперь для for некоторых наших some of our приправ я бы finishers, I like предпочел to добавить do немного some свежего fresh лимонного lemon сока. juice. Это любезно courtesy of предоставлено Golubaya компанией Family Голубая Farms Family Farms here in здесь, в Phoenix. Фениксе. И мы не And можем you can't приготовить have a вкусное good блюдо в стиле пасты alla gricia без пекарина pasta alla романо. gricia inspired dish without pecorino romano. Многим людям нравится использовать измельчители для перца с металлическими заусенцами, но мы предпочитаем делать это с помощью ступки и пестика. На многих обычных мельницах для перца не получается такого равномерного измельчения, как на обычных, поэтому я предпочитаю разбивать их вручную, чтобы действительно иметь возможность измельчать. Посмотрите, с чем я работаю, и особенно ощутите аромат перца. Я посыплю немного перца сверху. Вкусная штука. Знаешь, почему бы не добавить немного лимонной цедры, ну знаешь, для придания пикантности и сладости, чтобы контрастировать с той жирностью, которая у нас есть. И еще немного нашего масла чили, приготовленного с колумбийским перцем чили. Все в порядке, чувак. Да. Я думаю, давай углубимся и проверим это. Да, попробуй. Все в порядке. Давай посмотрим. Очень хорошо. Так что yeah, the да, mushroom гриб picked up a вобрал lot в of себя that много того свиного porky привкуса, flavor from the который присущ guanciale. гуанчали. Это потрясающе. Да, я Yeah, I see понимаю, what you что mean. ты имеешь в виду, когда But, говоришь, что грибы mushrooms просто just picking up приобретают that этот flavor. аромат. Это удивительно Compliments them дополняет amazingly. их вкус. Yep. А что And, это было, гуанчали Was it или нет? guanciale or Гуанчали. Guanciale. Гуанчали. Guanciale. Это It's потрясающе, amazing. чувак. И And if you если can't вы не find можете guanciale, найти which гуанчали, it can be а kinda найти tricky его to бывает find, довольно сложно, я бы I порекомендовал would заменить recommend его, возможно, даже substituting with спеком, maybe even который speck, представляет which is a собой smoked копченую ham, ветчину. or maybe Или, even может just быть, bacon. даже просто беконом. Но в конце But at концов, the end of the если вам day, удастся if you найти can find like итальянский an Italian продуктовый grocery магазин, store, вы, вероятно, you можете can probably рассчитывать count на on то, them что у having них будет guanciale. гуанчали. Звучит great, великолепно, man. чувак. Я определенно Definitely подумаю gonna о том, чтобы be попробовать looking into приготовить это making this самостоятельно. myself. Это Sweet. так мило. Trying to recreate Я that. пытаюсь воссоздать Oh, это. amazing. Это так потрясающе. Для What other каких kind еще of блюд dishes вы do you используете utilize the голубую blue oyster вешенку? mushroom for? Я с I удовольствием enjoy using использую them ее в одном из in наших one of our блюд bean из dishes фасоли, that we которые had мы сейчас currently. готовили. That was Это была cannellini тушеная beans, фасоль kind of каннелини. stewed together. The oyster Устричные грибы mushrooms kind of придавали added ей вид like метеорита. a meteor Это aspect to it, определенно так. definitely. Да. Это That's довольно pretty универсальный versatile гриб. mushroom. I mean, Я имею в I виду, что я просто just добавляю throw it in их во anything все, that что calls for связано с mushroom. грибами. Yeah. Да. Да, Yeah. мы We served it подали with our это блюдо к steak, нашему стейку and и we were маринуем marinating его с these with just добавлением уксуса vinegar, и some некоторых трав. herbs. Просто Just a действительно really good хороший vehicle носитель, как я уже for, сказал, like I said, вкусов. flavors. Действительно хороший Really good носитель vehicle for текстур и некоторой textures, древесности, and которую вы some of that получаете. woodiness that you Это get from it. It's действительно just really успокаивает. comforting. Мне So I действительно really do нравятся enjoy эти these вешенки. oyster Каждый раз, mushrooms. когда Every ты time их you bring them, приносишь, они they just выглядят look просто фантастически. fantastic. So Большое thank you. тебе Hey, спасибо. thank you guys. Привет, спасибо вам, ребята. Это потрясающе, When did you чувак. find your Когда love ты for обнаружил свою mushrooms? любовь к грибам? Мне So было, I was вероятно, около probably 16 around the лет. age of Я жил в 16 or Северной so, Каролине и and работал на фермах. I was living В in North частности, на Carolina, ферме and I по was исследованию working with органических продуктов в farms, Северной Каролине. in particular a organic research farm in North Carolina. Мы проделали And большую работу в we области did a lot of work устойчивого around развития и sustainability внедрения новых and методов around ведения new сельского farm хозяйства. practices.
На And out ферме on я the часто farm, I would находил find эти these wild дикорастущие mushrooms, and I грибы, always и мне всегда казалось, что они thought they выглядят просто looked just so потрясающе и просто amazing and just невероятно. И я много читал о incredible, них and I и read a о lot том, about насколько them and how универсальными versatile они they могут can быть, be, как how они they могут can, быть. Вы знаете, break они down разрушают plastics пластик and и clean up очищают от pollutants, загрязняющих as well веществ, as а также многое just so другое, many не other говоря уже о things. And том, not что to они mention they великолепны на taste вкус. great. Вот так. Я не могу Can't не agree with you согласиться с more, тобой. И да, same то же here, самое as far as относится the и к age, возрасту like 1516 15, года, когда я got into увлекся грибами mushrooms примерно for по тем же kind of причинам. similar reasons, Я just просто очарован тем, как устроен fascinated весь on жизненный how цикл, the whole и life как они cycle могут is, просто and how they can поглощать just все take эти over all отходы, this будь то waste, органические whether it be или даже organic, какие-то or even токсичные some stuff вещества, that's like, и просто повторно использовать toxic их, in a way, расщеплять, and just, like, действовать как reutilize it естественная and break иммунная it down. система Земли, Kinda act as или an что-то вроде Earth's химических natural, лабораторий, где immune просто system, развивают or, like, вещи you на know, части и chemistry превращают labs их in в a way, более and just совершенные break things вещи. down and reassimilate them into better things. Вот так. So, Да, отличная штука, good чувак. stuff, man. Это тоже потрясающе. Великолепно. Да, Yeah, do you have есть ли any у kinda, тебя like, какие-нибудь tips, советы, for people которых to, людям или нам or us следует to избегать avoid при when cooking приготовлении грибов? mushrooms? A Большая big one ошибка, которую многие that a люди lot of people допускают, make это чрезмерная is засолка definitely грибов. oversalting mushrooms. Они сильно They shrink quite уменьшаются a в bit, размерах. А and если ты их пережаришь if и you они overcook them and they сморщатся, shrink, большая часть a lot of этой that солености saltiness попадет прямо внутрь will гриба, go и ты в directly inside the значительной mushroom, степени and you испортишь pretty все much дело. botched the whole thing. Если So, ты you готовишь know, грибы в первый if раз, it's your то first будь time cooking осторожен с mushrooms, солью и take it приправами, easy on и, the может salt быть, and the просто seasoning, попробуй их, and maybe чтобы just получить try представление it, о том, с you чем know, ты работаешь. to little to no salt, just so you can get an idea of what you're Да, я working with. полностью с тобой Yeah, согласен. I totally Я agree. думаю, I что think одна из that's one самых of the больших проблем, с которыми biggest я things that I've сталкивался, seen is это just использование using слишком too much большого количества seasoning, приправ к грибам. with На самом mushrooms деле that им не really требуется only ничего, кроме require just крошки like или a щепотки crack or a перца. dash of Вот именно. pepper, Exactly. Щепотка pinch соли. of salt, Я I согласен. agree. И ты you're можешь good to смело go. приступать I к этому. agree. Я So, полностью I согласен с agree with тобой. you, man. Да, Yeah. да. Абсолютно согласен. Sweet. Ты такой милый. Yeah, what I really Да, что love мне about this действительно dish is нравится в it's этом блюде, just really так это то, что оно comforting. действительно It's kind of a успокаивает. play, Это like I своего said, on рода an игра, old как я Italian уже сказал, classic, на and основе старой it just итальянской incorporates something классики, that I и оно love просто so включает в much, себя you то, know, что я так люблю, mushrooms ну, знаете, into грибы. Во a lot of многие the блюда, things that I которые do я делаю daily, which is ежедневно, making а именно готовлю pastas пасту и and just просто learning the изучаю history историю of самой food еды. itself. Речь Not just идет не Italian только food об истории history, итальянской but кухни, но how и о you том, can как можно utilize использовать ingredients ингредиенты и and where откуда those они ingredients берутся. come from. Это определенно definitely. так. Я I определенно definitely, считаю, что think это it's awesome. потрясающе. Еда Food is просто fantastic. фантастическая. И если And, кто-нибудь yeah, попробует anybody это блюдо, checking this out, зайдите в hit Tratto и up, посетите Tratto шеф-повара here and Сиона, чтобы come see отведать эти Chef Zahn and замечательные enjoy блюда. some of this wonderful, wonderful food. Это очень мило. Еще раз Thanks спасибо. again. Спасибо.